Всем привет! Вы на канале Арен Кратос. Совсем скоро должен выйти трейлер нового фильма «Смертельная битва». Но уже сейчас у нас есть немало новостей, а также первые кадры этого самого фильма. И по этим кадрам, а также по утечкам мы можем кое-что обсудить. Присаживайтесь поудобнее и погнали! Новые кадры, а также информация показали нам примерно, как будет выглядеть сюжет фильма. В центре картины будет новый персонаж – Кол Янг, бывший чемпион ММА, который выбился из колеи. Казалось бы, он не имеет никакого отношения к смертельной битве. Однако у него на теле есть родимое пятно. По ходу сюжета мы должны будем узнать, почему именно Кол Янг был избран чемпионом Земного Царства. Чемпион Земного Царства всегда представлял наибольшую опасность Шан Цунгу и его команде. Хотя, возможно, Кол Янг вовсе и не чемпион. Однако все намекает на то, что он как минимум избранный. Если вы помните, в первых фильмах Смертельной битвы именно Лю Кан был чемпионом Земного Царства. И тогда он, а также его команда одержали верх над Шан Цунгом и его бойцами. Но почему именно Кол Янг? Mortal Kombat — это турнир, и с каждой стороны бьются свои бойцы. Бойцы Рейдена и Шан Цунга. И возможно, Рейден увидел в Кол Янге то, чего он сам не мог увидеть. Но при чем тогда здесь Саб-Зиро? Давайте теперь непосредственно перейдем к теме ролика. Рейден не единственный, кто мог увидеть особенность Кол Янга. Шан Цунг также знает о нем и знает, что он может представлять наибольшую опасность. И хитрый колдун снова хочет сыграть не по правилам. Судя по информации, Шан Цунг отправит Саб-Зиро, чтобы истребить Коула. Это дало бы большое преимущество команде Шан Цунга. Но все будет, конечно же, не так просто. Коул должен быть в центре сюжета. Он на стороне добра. И Шан Цунг отправит Саб-Зиро точно не в конце фильма. Потому что не думаю, что в информации сказано именно о конце фильма. Это было бы очень странно. Скорее, Саб-Зиро посетит Кола где-то в начале фильма или чуть дальше. И в этот раз персонажу Льюиса Тана удастся спастись. Если все действительно так, то получается, что Кол Янг действительно борется за Земное Царство. А это значит, что он положительный персонаж. В то время как Саб-Зиро, наоборот, один из главных антагонистов. И подтверждать это может тот факт, что фильм начнется с противостояния Скорпиона и Саб-Зиро. По информации, фильм «Смертельная битва» покажет начало противостояния Скорпиона и Саб-Зиро, а также вражду между кланами. И эти события должны быть гораздо раньше, чем события основного сюжета. Узнаем мы это, потому что и Саб-Зиро, и Скорпион еще не обладают своими способностями. Между Биханом и Ханзо Хасаши будет жестокая битва. И в этой битве Бихан одержит победу. Все это будет в начале фильма, и возможно мы увидим первое фаталити. Бихан убьет Скорпиона, и после этого мы не увидим Скорпиона на протяжении почти всего фильма. Синий ниндзя снова встает в центр внимания, а Скорпион проделывает свой огромный путь в аду. Именно там Скорпиона должен воскресить Куан Чи, чтобы он получил свои силы демона. Но не думаю, что все эти события можно уместить в один фильм, поэтому становление Ханзо Хасаши Скорпионом мы увидим уже за кадром. Далее по сюжету фильма будут наши дни. Команда Шан Цунга во главе с Саб-Зиро будут мешать Рейдену и его бойцам. И фильм должен показать нам несколько значимых битв между этими двумя сторонами. И нет сомнений, что это произойдет. Но почему Саб-Зиро так важен в этом фильме? Почему на него такой акцент в информации? Почему Саб-Зиро идеальный злодей для фильма? Что ж, история Смертельной битвы довольно обширная, и рассказать все за один фильм будет достаточно тяжело. Но оно ведь и не требуется, это перезапуск. Скорее всего мы увидим начало турнира. Это значит, что никаких Шиноков, Шауканов на переднем плане не будет, а будет противостояние двух сторон. И здесь мы имеем Рейдена и Шан Цунга. И у каждой из сторон есть свой в кавычках чемпион. У Рейдена это должен быть Кол Янг, а у Шан Цунга Саб-Зиро. В прошлый раз это был Гора, если вы помните. Но ведь это перезапуск, не так ли? Здесь нет правила, что все должно быть канонично. И именно Саб-Зиро станет отправной точкой в этом фильме. Боец, который будет мешать команде Рейдена на протяжении всего фильма. В частности, у Саб-Зиро будет главная задача – истребить Кола Янга. Сейчас в играх мы привыкли видеть Саб-Зиро достаточно положительным персонажем. Но давайте не забывать, что это старший Саб-Зиро, Бихан, а в играх мы видим младшего.
мертва Куай-Лиана. Скорпион мертв, про остальных ниндзя практически ничего не слышно. Один из самых культовых персонажей серии будет главным антагонистом. Опытный лидер Линь Куэй, наверное, один из самых опасных противников, которые только могут быть. И нет сомнений, что Саб-Зиро будет занозой в заднице для команды Рейдена. И на протяжении всего фильма мы так и будем видеть, как команда Рейдена побеждает бойцов Шансунга раз за разом. Однако с Саб-Зиро могут возникнуть большие проблемы. Победить такого бойца будет очень тяжело, и лишь у избранного будут наибольшие шансы, коим является Коул Янг. Но даже ему может быть не под силам. Битва Коул Янга и Саб-Зиро должна состояться примерно в конце фильма. И что если я скажу вам, что Коул Янг проиграет? Даже ему будет не под силам победить воина Линь Куэй. Это битва добра и зла, и обычно добро всегда побеждает зло. Поэтому видеть это в таком фильме было бы очень предсказуемо. Коул может победить Саб-Зиро и закончить вот так фильм, но это было бы слишком просто. Однако я не отрицаю, что Саб-Зиро будет побежден, но не Коул Янгом, а тем, кто должен его победить по канону. Да, на момент событий фильма прошло уже немало времени, как Ханзо Хасаши погиб от рук Бихана. И что если в этот момент появится как раз Скорпион? Именно Скорпион, у которого уже есть демонические силы. И вот здесь уже будет величайшая битва этого фильма. Начать фильм битвой Саб-Зиро и Скорпиона и закончить фильм битвой Саб-Зиро и Скорпиона. Только в начале у них не было их узнаваемых сил, а теперь они есть. Тем более информация нам гласит, что Скорпиона в фильме будет немного. А если учесть битву Саб-Зиро и Скорпиона в начале фильма как отправную точку, то все к этому должно было привести. Финальная битва между Скорпионом и Саб-Зиро должна быть самой масштабной в фильме и самой захватывающей. По ходу этой длинной битвы должен быть выявлен победитель. И станет им в этот раз Скорпион. Ханзо убьет Бихана и отомстит ему за свою гибель. И это положит начало каноничной истории становления Куай-Лиана, младшего брата Бихана, следующим, кто возьмет прозвище Саб-Зиро. И одновременно с этой великой битвой команда Рейдена и команда Шансунга будут мериться силами снова. Команда Шансунга вынуждена будет отступить. Земное царство победит, добро побеждает снова, но лишь пока что. Ну а что вы думаете, ребята, по поводу нового фильма? Держите в голове, что это лишь теория. Вы можете написать свои догадки в комментариях. Ну а я пока что с вами прощаюсь. Ждем трейлер и будет уже более ясно. Всем удачи и пока-пока.